Да, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас очередная встреча с Бханте Метта. Сегодня у нас лекция и медитация. Hello, dear Бханте. Oh, hello everybody. Very nice to meet you all. Да, всем здравствуйте. Всех очень рад видеть. So today we have big topic, И сегодня у нас большая тема dependent origination, взаимозависимое возникновение, which is called Paticca Samuppada. которое называется Патичча Самупада. Uh, Today I'll we will try our best. И сегодня мы стараемся изо всех сил. So I'll just try to break it into parts. Я просто постараюсь разделить эту тему на части. And we'll try to introduce how the teachers ask you to practice. И постараюсь познакомить вас с этой темой таким образом, как учителя просят ее практиковать. But I'll just do for today. I'll do an introduction about dependent origination. Но сегодня сегодня будет введение в взаимозависимое возникновение. Then the people will have an idea of it. Итак, у людей, чтобы было понимание об этом. Okay, and hope we are doing some justice for it. Sorry, Bhante? Hope we will do some justice for it. No, we'll properly introduce it. No. Ну, я надеюсь, что получится должным образом познакомить вас с этой темой. Okay, so when they are teaching to practice, И когда учитель учит эту тему практиковать, we go through those different stages. мы проходим через все вот эти различные стадии. Now this belongs to the fourth stage, Kanka Vitarana Visuddhi. И это относится к четвертой стадии, канкара витарана висудди. The fourth stage of clearing doubts. Это четвертая стадия, и это устранение, расчищение сомнений. Which you will understand. Что вы поймете? So there are 4 methods the Buddha taught. И есть 4 метода, которым обучал Будда. And then from those 4, one method, most venerable Sariputta, he explained explained how to say more illustrated. From those 4 he took, which Buddha recognized to make it understandable. He took from the four methods Buddha taught, and he explained in a more illustrated way. Ну, из вот этих вот 4 методов, которым обучал Будда, достопочтенный Сарипутта, один из этих методов, он еще его более подробно объяснил, так, чтобы, объяснение было более подробное, более проиллюстрировано. The way most venerable Sariputta Arahanta explained is more associated with the 5 aggregates, Panchakanda. И то, каким образом достопочтенный Сарипутта это объяснял, это больше связано с 5 совокупностями панча канда. And then Buddha fully acknowledged the way Venerable Sariputta, the method Venerable Sariputta explained. И Будда также полностью подтвердил тот метод, тот способ, каким достопочтенный Сарипутта его объяснил. So actually, the practitioners are asked to practice the most venerable Sariputta's method or explanation first, not the method Ну и на самом деле вот практикующих просят сначала практиковать
вот этот метод, один из вот этих вот методов, тем способом, как его объяснил достопочтенный Сарипута. Then the practitioner can get a very good idea of the 5 aggregates. И тогда у практикующего появляется очень хорошее понимание 5 совокупностей. And the Buddha's method is even more deeper. И метод Будды, он еще даже более глубокий. So there are 4 ways Buddha taught about the 5, dependent origination. Ну, есть, да, 4 метода, которым обучал Будда, 4 метода взаимозависимого возникновения. One is from the beginning to the end. Ну и первый — это от начала до конца. There are 12 objects or characteristics in dependent origination. 12, Есть 12 объектов или характеристик во взаимозависимом возникновении. Starting from ignorance, Начиная с неведения, ending from the process of jati, jara, vyadi, so decay, death, sadness, lamentation, these kind of things. ну и заканчивая процессом разложения, смерти, стенаний, печали, то есть такого рода вещей. So the first method is from ignorance to until death and sadness. Ну и первый метод, вот он начинается с неведения и заканчивается вот смертью и печалью. And the second method is from a middle part. И второй метод, он начинается из середины, From sensation. от ощущений. And then from there the cycle continues. И потом уже оттуда этот цикл продолжается. And the third method is from the end to the beginning, from like death and sadness, these kind of things, from that in the reverse way, right up to ignorance. И третий метод, он начинается с конца, то есть от смерти, печали и вот от такого рода вещей, и потом заканчивается неведением, то есть в обратную сторону. And then the fourth method is according to the mental kind of food. Mental food. И четвертый метод, он идет в соответствии с типами умственной пищи. For example, like from craving. Ну, например, вот жажда. Arises avidya, ignorance. Из жажды возникает Bhante said because of craving arises avidya, or из-за жажды возникает неведение, авиджа. Or from formation, sankhara, arises avidya. Или из-за формации, санкара, возникает авиджа. So the main ones are taken as the food for those other main ones to arise. Ну, вот первое, тут основное, тут берется как пища, еда для того, чтобы вот следующее, для возникновения вот следующего. Those are the 4 methods taught by the Buddha. Это вот 4 метода, которым обучал Будда. And from those methods, most venerable Sariputta, the Arahanta Sariputta, he took about the 5 khandhas. He explained more about the 5 aggregates. Ну и вот из этих методов достопочтенный вот Ахат Сарипутта,
он подробно объяснил метод, вот, связанный с 5 совокупностями. We will get to those specific methods when you are introducing them. Ну и мы еще перейдем к этим вот, всем к этим определенным методам, когда будем с ними знакомиться. Today we will try to explain quickly about dependent origination. А сегодня мы постараемся быстро объяснить о взаимозависимом возникновении. Because after this it will be steps of practice. Потому что и после этого это будут уже шаги практики. And what the practitioner learned about materiality, mentality will be used for that. И то, что практикующий уже выучил вот в материальности и ментальности, это все будет использоваться для этого. Okay, so every bodhisattva who becomes a Buddha, И каждый бодхисаттва, кто становится Буддой, goes to Anapana fourth jhana, приходит в 4-ю джану Анапана with that strong knowledge, и с этим сильным знанием they reflect on dependent origination. они размышляют о взаимозависимом возникновении. And then these Buddhas, they check it from the beginning to the end and from the end to the beginning. И Будды проверяют это от начала до конца, от конца до начала. Sorry, Bhante, from end to beginning, beginning to end. Or from beginning to end, end to the beginning to the end. Beginning to the end and end to the beginning. Yeah. Yeah. Even Да. when they are about to become a Buddha. Да, то есть с начала до конца, с конца до начала, и даже когда они вот уже, когда они уже становятся Буддами. And then they destroy all the defilements. И они разрушают все омрачения. Never for them to arise again. Так, чтобы они больше никогда не возникали. These are mentioned in places like Samyutta Nikaya. И это все упоминается вот в таких местах, как Самьютта Никая. Our Gautama Buddha also. И наш Готама Будда также. So it says like after he became Buddha, Ну и говорится то, что после того, как он стал Буддой, he went to Nirodha. Он перешел в Нирода. After that, after arising from that, И потом после выхода из этого состояния, the first thing he did was to recollect on this dependent origination. Ну и первое, то, что он сделал после этого, это как раз-таки он пометовал, да, рассматривал взаимозависимое возникновение. After he became Buddha on the 7th day, после того, как он стал Буддой на 7-й день. in the night, the first period of the night, he was checking from the beginning to the end. Ну и вот весь первый период ночи он проверял это от начала до конца. In the middle part of the night, from the end to the beginning. И потом в средней части ночи от начала до конца. And then from the last part of the night till dawn, he was checking in both ways. И потом в заключительной части ночи перед рассветом он проверял это все в обоих направлениях. And these dhammas only we can meet in a time of Buddha's time period only. И вот эти дхаммы, вот эту дхамму мы можем встретить только во время периода Будды. So they are very valuable.
Они очень ценные and very rare also. и очень редкие. So we are very lucky even to talk about this. И нам очень сильно повезло даже говорить об этом. And we are very lucky, like trying to explain it to you all. И мне очень повезло тут пытаться это вам объяснить. So only like Mahabodhisattvas who are going to become Buddha and silent Buddhas, they only can understand this by themselves. Только Маха Бодхисаттвы, кто стремится к становлению Буддой, и молчаливые Будды, Падчака Будды, они это могут только понять самостоятельно. Yeah, so the thing is, like, from ancient times, without knowing dependent origination, Ну, из древних времен, без знания взаимозависимого возникновения, many people who were even try to find in liberation, и многие люди, кто пытались найти освобождение, or the people who are searching, like, what is this world? What is happening? Why are we here? или люди, которые исследовали, искали, задавались вопросом, что это за мир, что здесь вообще происходит, почему мы здесь. They went in the wrong directions. Они ушли в неправильном направлении. You can see a lot of these things in Brahmajala Sutta. И вы можете видеть много вот из этих вещей в Брахма-Джала Сутте. So some people thought like the whole world and all beings were made by a God. Ну, и некоторые из них, они думали то, что весь мир и все существа, они созданы Создателем, Богом. Some thought like all beings and the world was made by a Brahma. А некоторые думали то, что весь мир и все существа, они были созданы Брахмой. And according to the Creator, beings, according to the Creator, the beings are put into comfort or suffering. Ну и вот в соответствии с самим Создателем, существа, они то есть им помещались либо в комфорт, либо в страдание. And some believed like because of the liking or what the Creator like to do, they send some to heavens, some to hell. Ну и в зависимости от своих предпочтений, Создатель еще тоже каких-то существ отправлял в ад, каких-то в рай. Some believe like without a creator, just earth, wind, water, fire made a being. А некоторые верили в то, что без какого-либо Создателя, только из-за воды, ветра, воздуха, земли появлялось существо. Some thought like the soul is different. Soul and body was both the same. Soil and body. Soul. Soul. Okay. А некоторые думали, что душа и тело — это одно. Some believe like soul is a separate thing, body is a separate thing. Кто-то верил в то, что душа — это одно, тело — это другое. Это разные вещи. The people who thought, or beings who thought like the body and the soul is the same, they thought like when the body destroys, the soul also destroys. Ну и те из них, кто верил как раз, что тело и душа — это одно целое, то они верили в то, что когда тело разрушается, то и душа тоже разрушается. So there are no future births. Что нету дальнейших рождений. Beings who believe there were two separate. А те существа, которые верили, что они разные, что две они разные. They believe the body gets destroyed, but the soul doesn't get destroyed. Они верили в то, что тело разрушается, но душа не разрушается.
And the ones who thought like all the soul and the body is one, they thought like there's no result of doing good or bad. Ну и те, кто верили в то, что тело и душа это одно целое, они верили в то, что не верили в какие-то действия, которые порождают хорошие результаты. And then, yeah, this is also view. Like some thought like from what they did, they received the good and bad now, which is kind of like true, but it's still a view. И некоторые из них верили в то, что вы делаете, то вы получаете там хороший или плохой, то вы получаете результат сейчас, что ну, типа это правильно, но все равно это только воззрение. Some believed like they didn't believe in karma at all. А некоторые из них, они не верили в карму вообще. Some believe that the same person, even if it's another birth, the same person receives the karma. The same person, even if it's a future birth. It's not the same person. No, it could be any deva or animal or another human. So it's a new being, right? So they believe that it's the same person receiving the karma. Okay? It's the same person, but it's like another being, like No, Deva. please tell me. No. Even after another birth, some people thought it's the same person who's receiving the karma, which is not. It's a new being. Некоторые думали, да, то, что даже после перерождения тот же самое существо, которое получает результаты кармы, то есть они думали, что это тоже существо. And then some thought like another person receives the karma. We'll explain this later if needed. А некоторые думали то, что это другое существо получает карму. Ну, мы объясним это, если позже, если это нужно. Some believed like the same being was in the past. Некоторые верили, что то же самое существо было в прошлом. Some believed like no, there was nothing at all. Некоторые верили в то, что нет, ничего не было вообще. So these are very few. Ну, это вот, это только, ну, совсем немного. Very few of the views they had. Совсем немного из тех воззрений, которые у них были. Which relates to today also. И что также относится и к сегодняшнему дню. So all this happens because they didn't understand this cause and effect. И все это происходило, потому что они не понимали причины и следствия. So what happens is they just, without knowing this reality, they just roam around, especially the lower realms. Without knowing this reality, the worst thing is that can happen is they keep circulating only in the mostly in the lower realms, the Ну и hells and что, lower realms. ну и что происходило, это то, что без вот этого знания они в основном только блуждали, то есть по кругу, в основном только вот в большинстве в нижних мирах, по нижним мирам. And they keep in the cycle of samsara, and they are stuck in suffering. Ну и они оставались в этом цикле сансары и вот и застревали в страдании. So even to like free themselves from samsara, they need the understanding of dependent origination. Ну и для того, чтобы освободиться от сансары, им нужно понимание взаимозависимого возникновения. So please understand this can be done in a time of Buddha time period only.
Ну и, пожалуйста, поймите, что это может быть сделано только во время вот периода учения Будды. The silent Buddhas, they don't teach this. И молчаливые Будды, они этому не учат. Not that they don't want, but their parami or perfections are not as such. Ну, не то чтобы они не хотят, но их парами совершенства, они не такие. And even people who in this modern era, without this knowledge, they think like there's no life after death. And there's no like good or bad, you can do anything. Ну и вот люди современности, они тоже считают, что нет какого следующей жизни после этой жизни, и там нет плохого, хорошего. Okay, then we'll go. Yeah, so for enlightenment, we need to understand dependent origination. Ну и для просветления нам нужно понимать взаимозависимое возникновение. Even our Buddha, after realization only, he gave that a special verse. He said, like, oh, I have been going in samsara without seeking into it, but now I found it, the craving, and I shattered the ignorance, which was the top rafter, with the others. So he also proclaimed that verse, Aneka Jati Sansara, after he witnessed this. Ну и Будда, да, после того, как он достиг просветления, он произнес вот эти строфы, что без знания этого я блуждал по сансаре, а теперь я вижу тебя, вот, про жажду он говорил, вот, и полностью, да, разбил неведение. The usual pattern is И обычный шаблон это ignorance causes formation. неведение вызывает формацию. Formation causes consciousness. Формация является причиной сознания. Consciousness brings mentality and materiality. И сознание является причиной для ментальности и материальности. From mentality and materiality, the six senses arise. И из ментальности и материальности возникают 6 чувств. From the six senses, contact. И из 6 чувств контакт. From contact, sensation. И из контакта ощущения. From sensation, craving. Из ощущений жажда. From craving, clinging. Из жажды цепляние. And then from clinging, the energy to even to be born in the future, bhava. И потом из цепляния энергия появляется для того, чтобы родиться даже в будущем. And Бхава. from that energy, future birth. И потом из этой энергии следующее рождение. And when from birth, there is aging and death. И потом из рождения следует старение, aging and death. And death. Да. Death. И смерть. Да, старение и смерть. And sadness. И печаль. Lamentation. Знание. Mental and physical suffering. Душевное и физическое страдание. So likewise, this cycle goes on and on. И таким образом этот цикл он продолжается и продолжается. It's happening for us in this moment also. И он также
происходит для нас и в этот момент также. And even if you talk it in samsara also, the wheel of samsara is also this. И если говорить о сансаре, то колесо сансары является тоже этим. So let's try to see like what's the part. Okay, there's a beautiful example. Ну, и есть очень, да, красивый пример. If you keep a few rocks, like one rock on the other, and pile, like make a pillar, like a post. Но если вы положите один камень на другой и сделаете из этого как такую колонну, We just talk about a post. ну, колонну, да, или столб, и мы еще просто говорим про столб. But it's made of rocks kept one on the other. Но он сделан из камней, которые сложены друг над другом. So we are just seeing the post. Likewise, we say it's a human, it's a deity, it's a animal. Like that, we say we don't see the causes that make that. Мы просто видим этот столб, но мы еще похожим образом там говорим то, что вот это человек, это животное или там это дева. То есть мы только видим вот этот столб, но не видим причины, которые его создают. So actually, though we talk about it, there is not a post. Actually, there's a collection of rocks that are placed in a specific particular way. Ну и хотя мы говорим о столбе, но нет у столба, есть только камни, которые расположены определенным образом. So likewise, we say it's a lady, it's a man, a gentleman, it's a deity or animal, but it's a collection of these dhammas. Ну и похожим образом мы говорим, что это мужчина, это женщина, это животное, это божество. Но на самом деле это все только вот коллекции, скопления из дхамм. The natures or causes. Природы или причин. So the disadvantages of not knowing this. И недостатком незнания этого. Because it's a circle of suffering. Потому что это цикл страданий. We get caught to like birth, aging, sickness, death. То мы ловимся в ловушку рождения, болезни, старения, смерти. Or like the suffering of health. Или страданий адов. So we travel as if like a bull or a cow tied to a post, and it rotates around it, no? Male, female, all. So then just like that, we just go in this cycle continuously. Ну и мы вращаемся, ходим по этому циклу бесконечно, похожим образом, как бык или корова, который привязан к какому-то столбу, и он вот так вокруг этого столба блуждает. And it's like a sick person. Until their disease is recognized, they cannot be properly treated. Или это как больной человек. Пока его болезнь не распознана, не продиагностирована, то он не может получить должного лечения. In some places, Buddha, most venerable Buddha told most venerable Ananda, like without knowing this dependent origination, people are caught up in this confusion, as if it's a ball of thread which was eaten by rats. They cannot find which place to start, which place to end. You understand, right?
a ball of thread that when the rats eat, they eat from every place, no? And it's so like so in a, like a confusion, yeah. And likewise, like the people are in such confusion. Ну, и в некоторых местах тоже Будда говорил, достопочтенный Будда говорил достопочтенному Ананда, то, что существа, не зная взаимозависимого возникновения, они находятся вот в этом заблуждении, заблуждаются, запутаны похожим образом, как клубок ниток, который поеден мышами, там, крысами с разных сторон, и там непонятно, где начало, где конец, все запутано. There are some places Buddha said like without knowing this dependent origination, this person is not a proper clergy, not a proper Brahmin, not a proper saint. И в некоторых местах также Будда говорил то, что без знания взаимозависимого возникновения не может быть нормального, там, да, не может быть подобающего священника или брахмана или святого. So to go to all three bodhi, fully enlightened, silent Buddhas, even enlightened beings, Arahantas, no, male, female, they need dependent origination. Ну и для того, чтобы стать, чтобы дойти вот до 3 боди, то есть либо состояние Будды, либо архата, либо молчаливого Будды. То есть тут нужно знание во всех случаях взаимозависимого возникновения. So even all Mahabodhisattva, И даже все Маха-Бодхисаттвы, they go to Anapana fourth jhana они переходят в 4-ю джану Анапаны, and come out of that выходят из нее and focus their attention on dependent origination. и фокусируют свое внимание на взаимозависимом возникновении. From the front to the back, back to the front. С начала до конца, с конца до начала. It is like a tradition of theirs. Это как их традиция. And they do vipassana on those dependent origination factors. И они также еще выполняют випассану на факторах взаимозависимого возникновения. Okay, there's so much details about it. На самом деле тут очень много подробностей связанных с этим. Yeah, I'll just try to keep it short as much as possible. Я постараюсь просто держать так, чтобы было как можно покороче. Yes, there's so a big explanation of how the Buddhas check and how they explain. Ну, тут есть также очень подробное объяснение, то, как их проверяет Будда и как он объясняет. And after that only they say that verse or udana, like they really got rid of samsara. И только после этого они произносят вот эту строфу удана, то есть когда они полностью избавляются от сансары. So just by just by knowing these factors also. И да, просто также зная эти факторы, many of our wrong views can be eradicated. Многие из наших воззрений они могут быть устранены. We'll try to go to them one by one, or we'll try to go to the practice stages in our next one. Ну, мы постараемся к них пройти один за одним, и также еще перейдем к стадиям практики на следующих занятиях. If there are any questions regarding these, please write
put it on Sunday, and we will try our best to find answers for them. Но если есть какие-то вопросы с этим связаны, то, пожалуйста, задавайте их к воскресенью, ну и мы постараемся найти ответы на эти вопросы. Okay, and then you need a small break. You please take a small break. Ну, тогда, если вам нужна небольшой перерыв, то, пожалуйста, да, сделайте небольшой перерыв. And then we'll start our meditation. Ну и мы начнем нашу медитацию. Хорошо, тогда мы примем 10 обетов и начнем. Okay, let's start. Хорошо, давайте начнем. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ saranang gacchāmi, Dhammaṃ saranang gacchāmi, Sanghaṃ saranang gacchāmi. Dutiyampi Buddhaṃ saranang gacchāmi, Dutiyampi Dhammaṃ saranang gacchāmi, Dutiyampi Sanghaṃ saranang gacchāmi. Tatiyampi Buddhaṃ saranang gacchāmi, Tatiyampi Dhammaṃ saranang gacchāmi, Tatiyampi Sanghaṃ saranang gacchāmi. I take refuge in the Buddha, Dhamma, Sangha, enlightenment, the path, and the practice for the first time, for the second time, for the third time. Я принимаю прибежище в Будде, Дхамме, Сангхе, просветление пути практики в первый раз, во второй раз, в третий раз. Pānātipātā vēramaṇī sikkhapadam samādhiyāmi. I will not kill. Я не буду убивать. Adinādānā vēramaṇī sikkhapadam samādhiyāmi. I will not steal. Я не буду воровать. Abrahmacharya vēramaṇī sikkhapadam samādhiyāmi. Within this time, I take a vow of celibacy. И на это время я принимаю обет целибата. Musāvādā vēramaṇī sikkhapadam samādhiyāmi. I will not lie. Я не буду лгать. Surāmērē majjapamādhattānā vēramaṇī sikkhapadam samādhiyāmi. I will not take intoxications. Я не буду принимать опьяняющие вещества. Vikāla bhojanā vēramaṇī sikkhapadam samādhiyāmi. Within this time, I will not take any kind of food. В течение этого времени я не буду принимать никакую еду. Nacha gītavādita visūkadasanā vēramaṇī sikkhapadam samādhiyāmi. Within this time, I will not use any kind of entertainment. И в течение этого времени я не буду заниматься никакими развлечениями. Mālā gandha vilepana dhārana mandana vibhūṣanattānā vēramaṇī sikkhapadam samādhiyāmi. Within this time, I will not use things like perfumes or cosmetics unless for hygienic purposes. И в течение этого времени я не буду использовать такие вещи, как парфюмерия и косметика, за исключением только для целей гигиены. Or health reasons. Или по причинам здоровья. Uchchāsaina mahāsaina vēramaṇī sikkhapadam samādhiyāmi. Within this time, I will not use luxurious seats or luxurious beds. И в течение этого времени я не буду использовать роскошные сиденья и роскошные постели. Jātarūpa rajata patiggahana vēramaṇī sikkhapadam samādhiyāmi. Within this time, I will not use valuable items or anything associated with monetary transactions. И в течение этого времени я не буду использовать ценные вещи и ничего, что связано с денежными транзакциями. Okay, so you can use any kind of prayer or blessing. И вы можете использовать тут любую молитву или благословение. Itipiso bhagavā arahant sammā sambuddho vichācarana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sārati sattā deva manusānam buddho bhagavāti svākāto bhagavata dhammo sandittiko akāliko ehipassiko opanayiko paccāttaṃ vedittabbo viññohīti Supatipanno bhagavato sāvaka sangho Ujupatipanno bhagavato sāvaka sangho Nyāyapatipanno bhagavato sāvaka sangho
Sami Chipatipanno Bhagavato Savaka Sangho Yadidan Chattari Purisa Yukani Atta Purisa Putkala Esa Bhagavato Savaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakkineyo Anjali Karaniyo Anuttaram Punyaketan Lokasati. Let's make some strong determinations and forgivences. И давайте проявим сильную решимость и также попросим прощения. As long as samsara goes, Пока продолжается сансара, if I had done anything wrong если я сделал что-то плохое with my body, words, or mind, своими словами, телом или умом, to the Buddha Dhamma Sangha, enlightenment, the path, and the practice, будет Дхамме Сангхе, просветлению пути и практики, to fully enlightened beings, Samma Sambuddha, полностью просветленным существам, Самма Самбуддам, silent Buddhas, Pacceka Buddha, молчаливым Буддам, Пачека Буддам, enlightened beings, Arahanta, просветленным существам, Архатам, noble beings, Arya, благородным существам, Ария, wholesome beings, Sappurisa, благим существам, Сапуриса, spiritual friends, Kalyanamitta, духовным друзьям, Кальяна Митта, teachers, учителям, parents, родителям, siblings, relatives, and friends, братьям и сестрам, родственникам, друзьям, to all beings. и всем существам. If I had done anything wrong, Если я сделал что-то плохое, I would like to ask forgiveness for the first time, forgiveness for Yeah. the second time, forgiveness for the third time. я прошу прощения в первый раз, прошу прощения во второй раз, прошу прощения в третий раз. I offer my life to the Buddha Dhamma Sangha, enlighten the path and the practice. Я посвящаю свою жизнь Будде Дхамме Сангхе, просветлению пути и практики. May these five sense doors shut down. Пусть эти 5 дверей чувств закроются. May the mind only be with the meditation object, Пусть он будет находиться только с объектом медитации, helping me to reach happiness and peace, помогая мне достичь счастья и спокойствия, leading to enlightenment. ведущих к просветлению. Okay, so please sit comfortably. Хорошо, пожалуйста, садитесь поудобнее. Or try to be comfortable in the posture you are in. И постарайтесь, чтобы вам было комфортно в той позе, в которой вы находитесь. From here on, if somebody wants to go to their main meditation, please continue. Ну и начиная с этого момента, если кто-то хочет перейти к своей основной медитации, то, пожалуйста, продолжайте. On Fridays also we do we go to directly meditation. И в пятницу мы также переходим сразу к медитации. But today we do like guided meditation. Но сегодня у нас медитация с руководством. We will do a brief introduction Мы сделаем небольшое вступление, so that anybody can use it at any time. так, чтобы любой мог его использовать в любое время. So try to relax the body first. И постарайтесь сначала расслабить тело. You can use intentional breaths for that. И для этого вы можете использовать намеренное дыхание. This is one method, like even some psychologists even ask people to practice and see. Но это метод, который даже там один психолог просит людей практиковать и проверять, смотреть. Even good for very stressed moments. И он также хорош для очень таких стрессовых моментов. So take a deep breath from the nostrils. И сделайте глубокий вдох через ноздри. And hold it in. И задержите дыхание. And while you're holding it, try to take another breath. И пока вы
Держите его, постарайтесь сделать еще один вдох. You take in breath, and then you try to take another breath while that, and then that gives То a есть, boost of energy. то есть вы делаете вдох, потом старайтесь сделать еще одно дыхание, и потом выдыхаете. Это дает очень большой прилив энергии. And it's good to in high stress situation to forget or remove that thing that is stressing you a lot even. И это еще также помогает в стрессовых ситуациях, чтобы избавиться вот от той вещи, которая вас беспокоит, создает стресс. You just try it for one time, eh? Ну, просто мы сделаем так один раз. Okay, try it at your own pace or speed. Ну, и сделайте это со своей скоростью, в своем темпе. Okay, yeah. We'll try, yeah. Хорошо, тогда мы попробуем. And then if you do it properly, you can feel like something happening. Если вы это сделаете правильно, то вы можете почувствовать, что что-то происходит. Yeah, but just try it. Or otherwise, you can just take in breath from the nostrils, keep it in for some time, and then slowly try to release from the mouth. А, Иначе вы также еще можете попробовать просто сделать вдох, держать его на какое-то время и потом выдохнуть через рот. So breathing in from the nostril, keeping it in for some time, and releasing. То есть вдыхаете через ноздри, задерживаете на какое-то время и потом выдыхаете. And you can do like a body scan to release parts of excess tension or excess effort. И потом вы также можете сделать еще сканирование тела для того, чтобы избавиться, расслабить все ненужное напряжение, все ненужные усилия. So we'll go like large areas for today. Ну и мы сегодня пройдем по большим областям. Slowly put your attention to the scalp area. Ну и медленно перейдите ваше внимание в область черепа. Even just putting your attention there, changes start happening. Даже вы, когда просто помещаете туда свое внимание, то уже начинают происходить изменения. We explained this while we were talking about materiality meditation. И мы это объясняли, когда мы говорили о медитации на материальности. Then slowly move to your forehead area. Потом медленно перейдите к вашему лбу. Let all those thinking lines and all stretch out. И позвольте всем этим морщинам, образовавшимся от думания, расправиться. Then your eyebrows. Потом ваши брови. Let them drop to either side. Позвольте им упасть по обе стороны. Then your eyes. Потом ваши глаза. Think of a time you are in deep sleep. Ну, подумайте о времени, когда вы были в глубоком сне. We don't know which direction the eyes are facing even. То мы тут даже не знаем, в каком направлении смотрят наши глаза. Just like that, now we are awake and aware. Ну и точно таким же образом. И хотя мы находимся, мы не спим и бдительны, But gently release the eye muscles. но медленно расслабьте мышцы глаз, Because with closed eyes, потому что с закрытыми глазами you can give your physical eye a very good rest. вы можете дать вашим физическим глазам хороший отдых. Here we are just using our mind to relax.
И тут мы используем наш ум для того только, чтобы расслабиться. Then slowly move down and check on your teeth and the tongue. И потом медленно перемещайтесь вниз, проверьте ваш язык и зубы. If you want, release the jaw muscles. И расслабьте мышцы челюсти. Then one whole side of your face. Потом одну из сторон вашего лица полностью. Then the opposite side. Потом противоположную сторону. Back of the head. Заднюю часть головы. We are trying to release any kind of effort. Мы стараемся расслабить любое напряжение. Or excess effort actually. Или на самом деле ненужное напряжение. And if possible, any tension. И если возможно, любое напряжение. And then slowly move to your neck area. И потом медленно переместитесь в вашу область вашей шеи. The back of the neck. Заднюю часть шеи. Then slowly move to your shoulders. Потом медленно перейдите к вашим плечам. You can drop your hands on either side of your body. Вы можете опустить руки по обе стороны вашего тела. Or drop them right in front of your body. Или опустить их прямо впереди вашего тела. And use minimum of effort. И используйте минимальное количество усилий. Then you can have a relaxation of the shoulders. И тогда так вы можете расслабить ваши плечи. Then your chest area. Потом область вашей груди. Abdomen. Живота. If you want, adjust and have adjust the posture if needed. Если нужно, если вы хотите, то также подправьте вашу позу. Then upper back. Потом верхнюю часть спины. Lower back. Нижнюю часть спины. Then select one of the arms. Потом выберите одну из рук. Put your attention from the shoulder to the elbow. И направьте ваше внимание от плеча до локтя. Elbow to the wrist. От локтя до кисти. All the way right up to the fingertips. И потом далее вплоть до кончиков пальцев. And try to loosen up as much as possible. И постарайтесь расслабиться как можно сильнее. And do the same to the opposite arm. И сделайте то же самое для противоположной руки. Shoulder to the elbow. От плеча до локтя. Elbow to the wrist. От локтя до кисти. All the way right up to the fingertips. И потом дальше вплоть до кончиков пальцев. And just like the upper part of the body. И точно таким же образом, как верхнюю часть тела. Just see whether you are seated comfortably. И просто посмотрите, сидите ли вы комфортно. If needed, adjust the posture. Если нужно, подправьте позу. Use all the cushions and pillows you need. И используйте любое количество подушек, которые вам нужно. Even adjust the fabric of your clothing. И даже подправьте ткань вашей одежды. Then, just like the arm. И потом точно так же, как с руками. Focus on one of the legs. Сфокусируйтесь на одной из ног. From the hip to the knee. От бедра до колена. Then the knee. Потом колено. Knee to the ankle. От колена до лодыжки. And okay. From the ankle right up to the toes. И потом от лодыжки до кончиков пальцев. And do the same to the opposite leg also. И сделайте то же самое для противоположной ноги.
the upper part of the leg, верхняя часть ноги, the knee, колено, middle part of the leg, средняя часть ноги and the lower part of the leg. и нижняя часть ноги. And you can adjust the posture, И вы можете также подправить позу, use pillows or cushions as support for the knee, и используйте подушки для поддержки коленей. okay? So the whole body we try to relax. И все тело мы стараемся расслабить. And through the meditation, what we are trying to do is we are trying to make it more calm. И с помощью медитации, что мы стараемся сделать, это мы стараемся сделать его еще более спокойным. Bring your attention to your heart area. Ведите ваше внимание в область сердца Just stay there and see how it feels. и просто оставайтесь там и посмотрите, как это ощущается. And you'll get the feeling of how to be in the present moment. И to get the feeling, Bhante. Yeah, feeling. И да, получите, то есть ощущение того, как находиться в настоящем моменте. And to understand, all this is happening within the framework of the body. И также понимание того, что это все происходит в пределах каркаса нашего тела. And you can leave the past aside, the future aside. И вы можете оставить прошлое в стороне, будущее в стороне. Then from here, if somebody wants to go to their main meditation, it is possible. И потом, начиная с этого момента, если кто-то хочет перейти к своей основной медитации, то это возможно. We'll just remind like two supporting meditations. Мы сейчас просто напомним о двух поддерживающих медитациях. One to balance our greedy side. Одну для того, чтобы сбалансировать нашу жадную сторону, One to balance our anger side. и одну, чтобы сбалансировать нашу злую сторону. One to avoid our ignorant side. И одну, чтобы избежать нашу невежественную сторону. So the first one is like the 32-part body meditation. И первое – это медитация на 32 частях тела. So if at least take the first 5. Ну, как минимум, да, на первых 5. Which is head hair, body hair, nails, teeth, and skin. Которыми являются волосы головы, волосы тела, ногти, зубы, кожа. And now you can slowly bring your arms and place them in a comfortable position. И сейчас вы можете медленно переместить ваши руки, разместить их в комфортном положении. Some people like to place it on their lap. Некоторым людям нравится класть их на колени. Some people like to place maybe on their knees. Некоторым людям нравится класть их, может быть, там на коленные чашечки. Resting the arm on the upper part of the legs. И да, размещать руки на верхней части ног. And then we'll try to focus on those 5 parts of the body. И потом старайтесь фокусироваться на этих 5 частях тела. And then for this meditation to work, И потом для того, чтобы эта медитация работала, you have to use the term repulsive. вам нужно использовать термин отталкивающий. It's not to feel disgusted. И это не для того, чтобы чувствовать отвращение.
Just think of a time you work hard and there's sweat. Просто подумайте о времени, когда вы тяжело работали и у вас был пот, Touching the head hair. который касался волос головы, You can use your eyebrow as body hair. и вы можете использовать ваши брови в качестве волос тела. And when a time like either dust or soil or something touches one of your nails, И также то время, когда пыль или почва, она касалась ваших ногтей, была на ваших ногтях, before brushing your teeth, или до того, как вы почистили зубы, and then before washing your face or taking a shower, или до того, как вы умылись или приняли душ, you can take part of your face as skin. вы можете взять часть вашего лица в качестве кожи. So we say head hair repulsive, Мы проговариваем волосы головы отталкивающие, body hair repulsive, волосы тела отталкивающие, nails repulsive, ногти отталкивающие, teeth repulsive, зубы отталкивающие, skin repulsive. кожа отталкивающая. Then you can go to like loving kindness meditation. И потом вы можете перейти к медитации любящей доброты. Because we know our posture very well, И так как мы знаем нашу позу очень хорошо, through that relaxation practice, с помощью этой практики расслабления, you can easily take yourself as the meditation object. то вы можете легко взять самого себя в качестве объекта медитации. And use these 4 ancient verses. И используйте эти 4 древние строфы. May I be free from anger. Пусть я буду свободен от злости. May I be free from mental pain. Пусть я буду свободен от душевной боли. May I be free from physical pain. Пусть я буду свободен от физической боли. May I live happily and peacefully. Пусть я живу счастливо и спокойно. Then after you do a few times for yourself, И так делайте несколько раз в отношении самого себя. take a person who is still alive, И потом возьмите человека, кто все еще жив, whom you have a lot of respect. и которого вы сильно уважаете. Doesn't matter even if you never met this person. И это не важно, даже если вы ни разу не встречали этого человека. Usually they say for a female to take a female, male to Ну, take a male. обычно говорится, что мужчинам нужно тут брать мужчину, а женщинам женщину. And take this person's image into your mind as the meditation object. И возьмите образ этого человека в своем уме и возьмите его как объект медитации. And think, may this person be free from anger. И подумайте, пусть этот человек будет свободен от злости, May this person be free from mental pain. пусть этот человек будет свободен от душевной боли, May this person be free from physical pain. пусть этот человек будет свободен от физической боли, May this person live happily and peacefully. пусть этот человек будет счастлив, живет счастливо и спокойно. After that, you can go to some main meditation. И после этого вы можете перейти к основной медитации. So loving kindness is for to balance the anger side. И любящая доброта для того, чтобы сбалансировать злостную сторону. And then we can use a main meditation to remove the ignorant side. И потом мы можем использовать основную медитацию для того, чтобы избавиться от невежественной стороны. Or keep away the ignorant side. Или для того, чтобы держать
в стороне эту невежественную сторону. So one of the most common meditations is И одна из самых таких частых медитаций это the anapanasati or the breath meditation. анапанасати или медитация на дыхании. So focus on the area on the tip of the nose to the upper lip. И сфокусируйтесь на области от кончика носа до верхней губы. If needed, take a few intentional breath just from the nostrils. И если нужно, сделайте несколько намеренных вдохов через ноздри. And get the experience how the breath touches that area and goes out of the body, and how the breath touches and goes into the nostrils. Ну и получите этот опыт того, как дыхание выходит и касается этой области, дыхание входит и касается ноздрей. And if you have been doing it for some time, И если вы уже практикуете эту медитацию какое-то время, if you feel the mind is wandering, и если вы чувствуете, что ум отвлекается, use like 2 words: in breath, out breath. то используйте два слова, таких как вдох, выдох. And if you need more support, И если вам нужно еще больше помощи, поддержки, use like the counting method. используйте метод счета. In breath 1, out breath 1, Вдох 1, выдох 1. all the way to in breath 8, out breath 8. И так вплоть до вдох 8, выдох 8. And continue that cycle. И продолжайте этот цикл. Okay, let's try to meditate for a short time by ourselves. Ну и хорошо, давайте теперь постараемся медитировать в течение короткого времени самостоятельно.
Okay, to finish our meditation, И чтобы закончить нашу медитацию, slowly move your attention to your heart area. медленно Slowly move your heart area. Slowly move your attention to your heart area. медленно переведите ваше внимание в область сердца. And then think, may all beings be well. И потом просто подумайте, пусть все существа будут счастливы. May all beings be happy. Пусть все существа будут здоровы, пусть все существа будут счастливы. May all beings be peaceful. И пусть все существа будут спокойны. And then move your attention to your eyes and slowly open your eyes. И потом переведите ваше внимание в область глаз и откройте медленно ваши глаза. And then we just think, may these merits help me to reach happiness and peace. И потом просто подумайте, пусть эти заслуги помогут мне достичь счастья и спокойствия, Leading to enlightenment. ведущих к просветлению. And I would like to offer these merits to all beings. Я разделяю эти заслуги со всеми существами. I would like to offer these merits to all beings. Я разделяю эти заслуги со всеми существами. I would like to offer these merits to all beings. Я разделяю эти заслуги со всеми существами. And then let's take the 5 vows and relinquish the 10 vows. И теперь давайте примем 5 обетов и снимем 10 обетов. If you forget in other times, Если в другое время вы это забудете, you can just say the 5 and the 8 or the 10. то вы можете... Sorry, Bhante. You can tell like the 5 or the 8 or the 10. То вы можете сказать 5 или 8 или 10. Like in your language, you can just say, I will not kill, I will not steal. На своем языке, например, там я не буду убивать, я не буду воровать. If you want, add taking refuge in enlightenment, the path and the practice. Если хотите, то можете также добавить принятие прибежища в просветлении пути и практики. Okay. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhan saranang gacchami, dhamman saranang gacchami, sangham saranang gacchami. Dutiyampi buddhan saranang gacchami, dutiyampi dhamman saranang gacchami, dutiyampi sangham saranang gacchami. Tatiyampi buddhan saranang gacchami, tatiyampi dhamman saranang gacchami, tatiyampi sangham saranang gacchami. I take refuge in the Buddha, Dhamma, Sangha, enlighten the path and the practice for the first time, for the second time, for the third time. Я принимаю прибежище в Будде, Дхамме, Сангхе, просветление пути и практики в первый раз, во второй раз и в третий раз. Pānātipātā virmani sikkāpadam samādhiyāmi. I will not kill, I will save lives. Я не буду убивать, я буду спасать жизни. Adinādānā virmani sikkāpadam samādhiyāmi. I will not steal, I will help others. Я не буду воровать, я буду стараться помогать другим. Kāmesu micchāchārā virmani sikkāpadam samādhiyāmi. I will not cheat, I will unify others. Я не буду изменять, я буду объединять, мирить других. Musāvādā virmani sikkāpadam samādhiyāmi. I will not lie, I will stay with the truth. Я не буду лгать, я буду придерживаться правды. Suramere majjapamādātānā virmani sikkāpadam samādhiyāmi. I will not take intoxications and I will not encourage that kind of activity. Я не буду принимать опьяняющие вещества, я не буду подталкивать, поощрять эту активность.
Okay, so thank you so much, Vasily, for translating. Thank you all for participating. Thank you for having me also. Да, спасибо большое, Василий, за перевод. Спасибо всем за участие. Спасибо, что меня позвали. Thank you so much. And we keep practicing, eh? Да, ну и мы продолжаем практиковать. And these things are possible for anybody to practice. И все эти вещи, их каждый может практиковать. Для каждого это возможно. And it doesn't take so much time as much as we are trying to explain it even. И также это даже не занимает столько много времени, сколько мы это все объясняем. Okay, have a good night and a good rest. Хорошо, тогда всем доброго вечера, доброй ночи, хорошего отдыха. Good night, dear Bhante. Sukhi hotu, nibbana pacho hotu. Всем доброй ночи. Good night. Good night, Bhante.